Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Ничего необычного, все друзья и бро так смотрят на губы друг друга. История в двух фото. Девятое место. С каким гордым лицом Тэхён говорит «мое сердце в Пусане», и это его ухмылочка. Ну а то самое пусанское сердце стоит слишком довольный и счастливый. 저도 마음은 부산입니다. 마음 부산. 8 место. Совпадение или нет? Это фото было сделано Чонгуком в доме Чонгука, на диване Чонгука, с собакой Чонгука и со всей любовью Чонгука к Тэхёну. Очевиднее некуда. Если дело касается Тэхёна, все бросают взгляды на Чонгука, если дело касается Чонгука, все смотрят на Тэхёна. Это точно не наигранная реакция. Похожий момент. Это не просто совпадение. Это поза. Седьмое место. Столько лет вместе, но все равно не могут даже смотреть в глаза друг друга, не смущаясь при этом. Шестое место. Поведение пары. Тэхён смотрит на свой мир. Если любовь, то только такая. О чем думал Чонгук, можно только догадываться, но Тэхён так улыбается, словно он в курсе всего. Пятое место. Тэхён, он твой, мы поняли это давно.
4 место. Забота. Плохое настроение медвежонка всегда исправит его крольчонок. Это так мило и заботливо со стороны Чонгука. Третье место. Новости Чонгука и Тэхёна. Завтрак Тэхёна. Чимбокчук, утренний хлеб, пудинг-салат, нарезанный кимчи из редьки, цитрусовый сок. Завтрак Чонгука. Рис, суп из говядины, дубу-кимчи, блины из яиц с морепродуктами и зеленым луком, нарезанный кимчи из редьки. Обед Тэхёна. Хлопья, булькоги, пицца, лапша и такпоки, молоко. Обед Чонгука. Хлопья, сэндвич с питой, суп из шампиньонов, булькоги в стиле аньян, салат из сладкого картофеля, ложка кисломолочной смеси. Ужин Тэхёна. Рис с карри, яичный суп с грибами, мясной рулет с овощами, маринованный редис, кимчи из пекинской капусты, йогурт в пакетиках. Ужин Чонгука. Рис, рагу из тыквы, мясо из соуса, стейк, мясной салат, кимчи из пекинской капусты. Если Чонгук так умеет управлять своим телом, то как же тогда он управляет телом Тэхёна? Судя по счастливой улыбке Тэхёна, хорошо. Очень. Тэхён невероятно близок со своим отцом. Тэхён восхищался своим отцом всю свою жизнь с раннего детства. Мнение отца для него превыше всего. Однажды Тэхён поделился с BTS, что хотел бы взять в друзья для любимого Интона собака, еще одного померанского шпица, но отец сказал нет. Поэтому у Интона нет друга, несмотря на всю любовь Тэхёна к своей собаке. Талии Чонгука можно позавидовать. Чонгук в жизни предпочитает откровенный оверсайз, скрывающий особенности его телосложения. Однако фанаты давно в курсе, что под здоровенными худи и футболками у него имеется тонкая талия, которая является предметом восхищения фанатов. Национальной комиссии по правам человека заявляет, что Корея больше не должна терпеть дискриминацию и ненависть к сексуальным меньшинствам. По случаю Международного дня борьбы с ненавистью к сексуальным меньшинствам Сон Духван, председатель Национальной комиссии по правам человека, заявил сегодня, что он обеспокоен реакцией правительства на сексуальные меньшинства. Даже в 4-м рамочном плане национальной политики в области прав человека, опубликованном 26 марта 2024 года, нет политики, направленной на продвижение прав человека и ЛГБТ. Он также выразил разочарование реакцией некоторых муниципалитетов на ЛГБТ, сказав: «Эти действия вызывают глубокую озабоченность, поскольку демонстрируют нежелание признать ЛГБТ людей полноценными членами нашего общества». В частности, недавно муниципалитеты в Сеуле, Чхунчхон-Намдо и других провинциях отменили постановление о правах человека студентов по причине того, что оно пропагандирует гомосексуальность и путает половую идентичность. А несколько начальных, средних и старших школ в Кёнгидо изъяли из оборота более 2500 книг по половому воспитанию после жалоб некоторых групп на то, что они пропагандируют гомосексуальность. Реклама в Сеуле на конечной станции экспресс-автобуса в честь увольнения из армии Джина.
Я, честно говоря, считаю Тэхёна человеком, который, что называется, знает больше, чем говорит, однако его образ счастливый и беззаботный. Всякий раз, когда у BTS появляются новые проекты, я вижу Тэхёна таким очаровательным, и тот факт, что ему даже не нужно пытаться быть более возмужалым, действительно впечатляет. На мой взгляд, Тэхён также очень выразительный и глубокий человек, и мне нравится, когда он серьезен, потому что это настоящий он, а не тот веселый и сумасшедший Тэхён, которого мы иногда видим. Вы не были готовы к такой атаке. Дебютный альбом Чонгука Golden всего за 6 месяцев превзошел альбомы Тейлор Свифт, Red, Speak Now, Fearless и Тейлор Свифт на Spotify. Сначала он убивает фандом, а потом появляется весь такой милый кругляшок в аэропорту. Говоря о своем первом опыте в актерстве, Тэхён рассказал: «Это было впервые, поэтому было трудно. Моей целью было действительно хорошо справиться, ведь среди участников BTS я первый, кто пробует себя в этом деле. Моя игра может создать для BTS либо хороший образ, либо плохой. Я бы не смог справиться с этим без Пак Соджуна. Я считаю, что смог достичь такого в актерстве благодаря нему». Умираю, как ему идет эта стрижка. Мин Хи Джин встретилась с Нейва и Динамо и попросила: «Пожалуйста, возьмите на себя Adore». Было подтверждено, что Мин Хи Джин, генеральный директор Adore, связалась с Нейва и оператором Апбит Дунома, чтобы обеспечить права управления. Поскольку выяснилось существование внешнего инвестора, о котором до сих пор не сообщалось, ожидается, что аргумент хайп о том, что генеральный директор Мин настаивает на захвате прав управления, будет набирать силу. Невероятная улыбка. Friends преодолела 150 миллионов прослушиваний на Spotify. Тэхён — король спойлеров. Ну как вот на него спокойно реагировать? Мой биас — взрослый серьезный мужчина.
Чангук пытается отрицать, что это не он совершил запрещенное действие, прикоснулся к очкам, но в то время Тэхён уже увидел его. 야, 전정국 너잖아! Фотографии Тэхёна, сделанные фанатами, которые вы, возможно, не видели ранее. Я тоже хочу играться с его волосами, как это делает ветер. Чангук превысил 11 миллиардов прослушиваний по запросам по всему миру на платформах потоковой передачи цифровой музыки. Немножко о худи, дизайнером которого является Чангук. Чангук сказал: «Во-первых, я хочу немного рассказать о худи, в который мы сейчас одеты. Я хотел попробовать что-то новое, но я подумал, что если это будет что-то чересчур сложное, по типу рубашки, это может быть слишком. Поэтому я решил остановиться на худи. В конце концов, я бы хотел, чтобы это худи могли носить люди разной комплекции, поэтому мой дизайн здесь свободный». Чангук – тот человек, который никогда не идет на компромисс с качеством. Он учитывал и думал об удобствах для людей, которые будут носить его худи. Это еще одно доказательство того, что мерч BTS, что бы это ни было, это не просто вещи. Это буквально частички их самих, которые они любовно дарят нам и которые нам также дороги. Ровно 10 лет назад. Это его привычка. Тэхён сказал: «Я никогда не хочу терять свои принципы. Я знаю, что невозможно всегда поступать правильно, но для меня очень важно действовать с честью. Я бы не хотел быть вовлеченным в любую ситуацию, когда моя честь скомпрометирована. Независимо от того, выступаю ли я на сцене, работаю над своей музыкой или представляюсь, моя уверенность происходит от чистой совести и чувства целостности. Я считаю, что именно так вы можете поставить себя на правильный путь». Ким Тэхён твердо придерживается своих ценностей, ставит честность на первое место во всем, что он делает. Давайте поддержим его преданность делу, транслируя его музыку. Каждое выступление соответствует его обязательствам. Второе место. Это так интимно. Этот смущенный из-за близости Тэхёна Чангук. Первое место. Любимое занятие Чангука. Природный запах тела – это то, как пахнут волосы, кожа. Именно запах дает понять, что человек сексуально привлекателен для нас. Не свой запах нас буквально отталкивает на уровне инстинкта. Нет ни одной счастливой семьи, где запах партнера не нравился бы другому.
Если вы встретите человека, от запаха которого у вас кружится голова, стоит отметить его. По физиологии, это ваш потенциальный партнер. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.